Смотрите, здесь продают прямо Magic Cookies, ничего не стесняются. Сейчас на ютубе время новой искренности, а я нахожусь на маркете Сан-Тельмо в Аргентине. Это воскресный рынок, где продают всякую всячину. И сегодня я вам покажу, что здесь можно купить. А перед просмотром подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, из какого города вы смотрите и когда приезжаете в Аргентину. Ну, банальные сувениры продаются здесь, всякие тарелочки, магнитики, всякие прикольчики. Всякая бижутерия, сделанная своими руками, или же, например, жареный арахис. Аргентина славится своей кожей, поэтому можно купить кожаные изделия и для чая кружечки. Ну, а также здесь продают очечки с Алиэкспресса. Кстати, довольно модненькие. Вот эти вот мне нравятся. Или вот эти вот розовенькие. Но, наверное, они стоят здесь дороже, чем у китайцев. Деревянные игрушки для детей. По Монтессори развивающие. Кожаных изделий здесь куча. Всякие фартуки. Изделия из дерева также продают. Очень интересные. Ну, ремни и сумки — это база. Рынок бесконечно длинный, и он продолжается даже через дорогу, и через несколько дорог идет до самого Конгресса. Вот в этой лавке, например, продают олдовые фотоаппараты, ну и просто всякий хлам из дома антикварный. А здесь можно купить даже матрешку, ну и значки Calvin Klein. Старые песо. Очень много палаток, где продают всякий антиквариат. Например, посвященный Марадоне. Кто-то прямо здесь выстукивает свой товар. Эксклюзивные чашечки для аргентинского чая. Продаются даже целые шкуры. Это коровьи, я так понимаю. Буквально на каждом перекрестке есть какой-то музыкант, который аккомпанимирует рынку и развлекает публику. Если рынок проходит мимо площади, то вся площадь также уставлена палатками со всякой всячиной. Вот здесь бэушная биджутерия, я так понимаю, антикварная. А здесь всякие книжки, карты, постеры или газираторы для воды, например. Какие-то улицы, потом улица продолжается без палаток, но можно увидеть, как вдали есть множество палаток, бесконечное множество. Какой необычный музыкальный инструмент здесь представлен. Я даже не знаю, что это такое. А вот сзади чуваки продают картины и просто отдыхают. Отсюда можно оценить масштаб рынка в ту сторону. Ну и туда он также продолжается. Вот кто-то продает чуррос, лепешки, магнитики. Здесь уже гораздо больше людей. Не сказать, что не протолкнуться, но идти уже проблематично. Вот продают сувениры с местным маскотом. Сумочки на любой вкус. Вот какие необычные подделки. Всякие жучки, паучки. Очень интересно. А если вам нужна трость или деревянный меч, вы тоже сможете их найти. Ну, а также шапочки, изделия из дерева, изделия из кожи, всякие креативные кошелечки. Кто-то продает обычную одежду для детей и для взрослых. Ну а кто-то продает часы из пластинок. Офигительно. Это что, Марадонна? А вот здесь можно купить погремушки для детей. А вот стоит очередь, чтобы сфотографироваться с местным маскотом на лавочке. Con leche de maracuyá, chocolate con leche de mango, de frutilla, frutilla, la crema, oiga, lleve los ricos heladitos de fruta. Вот так вот продают мороженку креативно. Класс! А вот доски и изделия из дерева. Всех играет музычка, кольца продают. Такие раскрашенные доски. Вот мужчина продает такие вот масочки с черепами. И прямо здесь сидит и красит их. Тапочки из кожи.
Их делают прямо здесь и прямо для вас. Такой колоритный мужчина. О, и множество разных ножей. Офигеть. Рынок не заканчивается, людей все больше и больше. А вот здесь продают вот такие вот свечки в виде десертов. Ну и украшения, все по базе. Смотрите, здесь продают прямо Magic Cookies, ничего не стесняются. Вот такие вот печеньки с каннабисом. Здесь вот продают аргентинский мерч с футбольным клубом. Худи, футболки, штаны. Вот такие вот шапочки. Открытки. Всякие обереги от ночных дьяволов. Кружечки, соусницы, подсвечники. Ну а здесь сережки, потрясающие сережки. Опять же, одежда и слюнявчики для детей, родившихся в Аргентине, потому что они аргентинцы. Также вам здесь могут сделать апельсиновый сок. Стаканчик по $1,5. Музыкальные инструменты, сделанные своими руками. Смотрите на этот гриб. А рынок все продолжается и не думает даже заканчиваться. Как вам такие зимние шляпы? Украшения здесь реально на любой вкус. Офигенно выглядят. Кожаные куртки на любой вкус. Мерч. И вот шапки. Зачем они здесь? Здесь конкретно зимы даже нету. А как вам такое? Масочки для детей. Ну и платья. Кожаные сумки для женщин. Украшения. А вот и началось искусство. Продают картины. И вот такие вот арт-перформансы. Блин, выглядит офигеть как круто. Ну а соседствует это все с картинами. А кто-то выжигает из дерева вот такие вот подставки для телефона. Ну и кружечки для аргентинского чая. Смотрите, что я здесь нашел. Это самодельные шахматы. В разных вариациях. Офигеть. Есть даже с клубами и сборными. Аргентина против Бразилии. Смотрите, какие макеты роллов здесь. Оливок, сыра, колбасы. А все, чтобы продать вот эти вот деревянные тарелочки. Прошло где-то 1,5 часа, и людей стало гораздо больше. Вот продают всякую посуду серебряную. Ну и много антиквариата здесь. По приемлемым ценам. Это что? Фарфор? Серебряные вилки, ложки. Вот даже церковные принадлежности здесь есть. И галстуки. Антикварные ножи. Ну и просто ставчик всякий. Игрушки. Кассеты. Вот такой вот рыночек. А здесь, видимо, танго будет. Супер разнообразный колорит здесь. Продаются даже гаечные ключи. Вот такой вот мощный дед их продает. Часики. Красивые картины. Мне очень нравится. И здесь картины. А здесь зазывают в ресторан. А вот такое на ютубе вообще можно показывать, интересно? Вот такой вот он, рынок Сан-Тельмо. Воскресный рынок, где вы можете купить Magic Cookies. Также вы можете купить шубу, антиквариат, картины и другие арт-объекты. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что еще показать вам из Латинской Америки.